Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 15 по 21 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня новая колода Таро языческих кошек. На мой взгляд, кошки самые обыкновенные, но вот прорисовка карт такова, что, правда, действие как будто транслирует художник, хотел передать. Поэтому я надеюсь искренне, несмотря на общий расклад, который носит информационный характер в целом, вы сможете переложить вот эти значения карт на какую-то свою ситуацию и, может быть, что-то просчитать на пару шагов вперед. По крайней мере, я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. Итак, первая карта. Что важно знать или что для вас в приоритете, как видят карты, как минимум. Для вас, близнецы, на неделю. Чего не избежать? Или неожиданность на неделе какова? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Две карты, хорошо. А что вам будет помогать? Достанем еще одну карту, назовем ее «Что скрыто?». Может быть, вы чему-то не придаете значения. Может быть, и кто-то от вас нарочито что-либо скрывает. И мы достанем по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег и личная жизнь. Вот видение карт для вас, мои дорогие близнецы. Итак, что важно знать? Ну, вообще есть чему радоваться. Продуктивная неделя в плане работы, личных достижений, достижений в плане амбиций. То, что вы хотите сделать, у вас получится. Восьмерка Пентаклей – одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, в любой колоде. И поэтому в целом вот у кого-то это может быть домашние дела. Меня смотрят самые разные люди. И значит, продуктивно будет тоже делаться или проходить ваш процесс. Может быть, с настроением, вдохновением, потому что по восьмерке Пентаклей всегда идет тот человек, который уже знает, что делает. И более того, как будто профессиональный рост. Или, значит, даже какие-то домашние дела вы можете обустроить, но с большим успехом, с большим комфортом. Может быть, если какие-то покупки, такое тоже по этой карте вполне вероятно. Ну, значит, это будет что-то весьма ценное или полезное. Но для людей работающих здесь даже, я бы сказала, следует уделить внимание своим амбициям. Ну, точно, на второй план мы себя не ставим. А для кого-то из вас это могут быть просто получение денег. Неожиданность или... неожиданность, правда. Вообще, эта карта императора так выглядит. Кот забрался на 4 короба, как будто. И, кстати, все стихии, обратите внимание. Жезлы, кубки, мечи и пентакли. Как будто все есть. У меня сейчас все есть, и он сам по себе вот такой трон своеобразный. Он все сохраняет, он все контролирует. Он словно на вершине, вершина власти. У кого-то из вас предложение по работе в плане, правда, карьеры, получения новой должности. С другой стороны, все-таки император может проиграться как энергетика карты, а император это тот, который, с одной стороны, это большой плюс, когда рассчитывает сам на себя. Есть такой момент, когда император имеет всегда цель. Он, конечно, это сохраняет все то, что он уже достиг, и рисковать он собой не может, но с другой стороны, император – это мудрость. Он понимает, что люди меняются, обстоятельства меняются. И для того, чтобы его цель была неизменно осуществимой, он готов подкорректировать мелкие планы. Может быть, и вам придется отчасти корректировать что-то, чтобы главная цель была достигнута. По этой карте вы можете столкнуться с человеком, который тоже достаточно властен или который, знаете, проявляет свою волю, с которым сложно договориться. Все же с императором сложно договориться. Это может означать эгоизм кого-либо. Я имею в виду человека, с которым вы столкнетесь. Может быть, и вам захочется настоять где-то на своем. Почему нет? Если мы говорим, сохраняй вот эту власть, да, или сохраняй все то, что ты имеешь, чего ты уже достиг. Все же рядом у вас выпадает карта восьмерка Пентаклей, которая говорит как раз о профессиональном росте. Поэтому удачная неделя. Но сказать, что в таких энергиях, как император, а это меньше как бы посыла договариваться. У императора больше
желание или где-то желание, знаете, как стукнуть кулаком по столу и сказать, что нет, будет так, как я сказал. Ну, кто знает, сообразно ситуации где-то это может и помочь, а где-то и помешать. Поэтому решайте только вы. Как будто вот не упустить что-то, как в плане денег для себя, какую-то финансовую перспективу заложить, так и, может быть, построить карьеру. Но вот не на вторых ролях вы, мои дорогие близнецы, на этой неделе, это точно. Чему сейчас не время? Не время собой рисковать. У нас выпадает как раз так выглядит аркан башня. Не время, знаете, как крушить что-то. Или проявляя импульсивность, кстати, да, по карте император. Император вообще так, если мы на знаки зодиака переложим, то это где-то прообраз Овна. Это рывок, импульс вот тот самый, который, ну, где-то может сокрушить, действительно что-то разрушить, какие-то мирные договоренности. Но по карте башня кто-то может столкнуться и с обстоятельствами непреодолимой силы, и поэтому требуется внимание тут не до рывка, вот это точно. Может быть, мои дорогие близнецы, очень захочется. Эх, я прям сейчас вот так вот быстренько все сделаю. А вот не надо. Тут, если выпадает такой серьезный аркан, как башня, тут лучше медленней. Медленней, но это более надежно, это более успешно. И тогда, ну, глядишь, большего добьетесь. А может быть, это вообще не время. Вот у нас еще выпадает паж Пентаклей. Ну, какому-то, знаете, как по пажу Пентаклей, это как инициатива наша. Или инициатива какого-то вашего дела, какой-то задумки. Не лучшая, может быть, неделя что-то начинать. И правда, мы сказали, карта профессионала и профессиональный рост. Так вот, то есть заниматься тем, в чем вы себя чувствуете уже экспертом, или выполнять ту работу, которая вам уже знакома, где вы можете что-то сделать отчасти, ну, так наверняка с большей пользой, или с большим плюсом, или с каким-то эффектом. Но, видимо, не лучшая неделя притворять в жизнь какую-то свою идею. Особенно если обстоятельства как будто не способствуют этому. Мои дорогие, вы могли просто что-то себе запланировать на неделю с 15 по 21, а может быть обстановка вокруг вас меняется, и лучше тогда что-то отложить, чтобы само по себе дело или творчество, или какой-то ваш вдохновляющий проект не потерпел фиаско, чтобы в чем-то не ошибиться, ну и, конечно, собой не рисковать. И если меня смотрят люди, которые, ну, принадлежат к опасному роду профессий, поэтому здесь тоже вот даже спортсмены хотя бы, будьте внимательны к своему здоровью, это тоже будет актуально. Что будет помогать? Ну, правда, посмотрите, какой милый котик. И так выглядит паж кубков. Паж кубков, ну, это вот как раз про романтику, про вдохновение. Ну, вот совершенно полярные энергии. Тут вроде как император, а вот транслировать как будто нужно дружелюбие, а вы люди очень контактные, вы как раз умеете правильно договориться, про взаимодействовать с людьми таким образом, чтобы ваш какой-то план осуществился. Может быть, знаете, умение как раз держать баланс при контактах с людьми, которые даже мало знакомы, или контактах с руководством, или контактах, ну, в тех ситуациях, когда мы еще не знаем, как пойдут дела, или просчитать мы что-то не можем. Поэтому определенное дружелюбие, лояльность вам точно будут помогать. Тут как будто, если вы транслируете, ну, более добрые энергии, и вам откликаются тем же. Поэтому, правда, тут себе что-то не разрушить. Что скрыто? Паж жезлов, много пажей, и, видимо, определенно какой-то проект близнецы задумали. Может быть, это не новый проект. Может быть, вы днями, неделями раньше уже что-то подобное предполагали, и вот как раз план был осуществить именно с 15 по 21. Но как будто не время для рывка, правда. Обратите внимание, кот точит когти о жезл. Вот и вам как будто не время импульсу. Если тяжело сдержаться, лучше поточить когти. Но, может быть, и обстоятельства, все-таки вам выпадает карта башня, точно не способствует риску. Где-то хитрее
Наверное, ну, нужно быть обязательно. Вы ведь не знаете, с какими ситуациями вы еще пока столкнетесь. Или как разовьется та или иная ситуация или дело ваше. С какими людьми еще придется соприкоснуться или как себя поведет тот или иной человек. Поэтому для импульса или для какого-то рывка неделя явно не подходящая. А вот то, что у вас уже может быть просчитано, продумано, сохраняется то, что вы уже прежде смогли осуществить. Дела, работа, бизнес. И нам выпадает второй старший аркан. Верховная жрица. Так выглядит в этой колоде карт. Интересно. Это та, которая все знает. Вообще, на самом деле, видимо, эта неделя нам карты Таро хотят сказать, что вы что-то не сможете просчитать на долгий период времени. Или вам придется где-то воспользоваться интуицией. Вы еще пока не можете оценить на этой, по крайней мере, неделе с точкой какую-то материальную ситуацию. Есть какие-то нюансы, которые от вас не зависят и которые на данный момент времени вы пока не видите. И не потому, что вы не хотите этого видеть. Все-таки у нас жрица обычно восседает между двух колонн. Светлое и темное. Светлое – это то, что явное. А темное – это то, что где-то скрыто. И скрыто либо люди скрывают, может быть, какой-то свой интерес, свои обстоятельства, и вам об этом ничего не говорят. Или сами по себе события не развились так должно, как нужно. И просто где-то запастись терпением, может быть, по какому-то конкретному вопросу. Сама по себе где-то неделя может содержать больше вопросов, мои дорогие, чем ответов. Поэтому нам и тоже говорит карта, не торопись. Здесь пока невозможно что-то просчитать. Будьте внимательны, правда. Финансы. А вот по финансам шикарно. Деньги вы получите. Ну, собственно, про это нам и говорят. И посмотрите, у кого-то вопросы личной жизни у нас выпадает. Императрица. В этой колоде карт третий старший аркан. И император. И у кого-то вопросы личной жизни, которые вы, может быть, в обустройство дома действительно у кого-то, или вопросы, связанные с переездом, со сменой вашего жилища, или куда-то вы уезжаете, переезжаете, может быть, с семьей, может быть, ну не совсем время отпусков, но кто знает, у каждого все-таки своя какая-то история. И вы будете как бы заниматься и вопросами семьи, и одновременно вопросами работы. Или вопросы вашей пары, мои дорогие, и вопросы работы. Но и одновременно еще и вопросы денег. Но так или иначе, если это не актуально, сама по себе карта императрица говорит, это тоже карта власти, но власти доброй. По сути, это все то, что мы сейчас с вами говорили, про как раз про лояльные энергии. И императрица, она, скорее всего, но как-то так примет Соломоново решение или грамотно, элегантно увильнет от тех ситуаций, которые со знаком минус. Она не пойдет на конфронтацию. Она никогда себе не навредит. И если мы с вами сказали, император кулаком по столу может стукнуть, а императрицы нет. Она найдет 1001 способ, как и договориться, как и провзаимодействовать, отчасти, может быть, и проманипулировать, даже тем же императором, будем говорить, но ничто не должно помешать ее благополучию, благосостоянию. И поэтому и на карте она у нас изображена. Она внимательно наблюдает, но она как будто отдыхает. Вот и вы никуда не торопитесь, сохраняйте все то, что у вас есть. И с другой стороны, если вопросы касаются крупных покупок, вы знаете, правда, на этой неделе может быть заключен какой-то удачный договор, соглашение, купля-продажа недвижимости, жилья, какой-то перспективный, может быть, если вы уже к этому вопросу, как бы вы его начали, ну, не на этой неделе, а как раз раньше, вы что-то продолжаете как будто, то здесь могут прийти, ну, очень либо приятные бонусы, либо варианты разрешения или решения того или иного вопроса через финансы, как и на работу, так и на все то, что касается вашего благополучия, одним словом. Личная жизнь.
Держите руку на пульсе, правда, вот торопиться не нужно. Если, повторюсь, те вопросы, которые были не начаты прежде, тут они как раз будут, скорее всего, дела, работа, бизнес, деньги или, повторюсь, недвижимость, финансы, вот то, что такое, знаете, крупно важное. И это не новизна какая-то, а это то, что вы уже продумывали или приступали к этому делу прежде. Вот тут может как бы продвижение-то быть, но, тем не менее, нельзя в чем-то ошибиться. Здесь нужно как раз держать ухо востро. Семерка мечей нам как раз и говорит об этом. Посмотрите, красноречивая карта. Кот спит, а мыши в пляс. И вроде бы и кот на месте, но он не видит. И вот эти мечи, которые он выстроил в надежде, что, ну, мыши испугаются и не пойдут. Никто ничего не испугался. И держите руку на пульсе. Личная жизнь не только про любовь. Хотя у кого-то из вас эта конкретно карта будет говорить о недоверии к партнеру. Или недоверие, ну, может быть, к кому-либо из родственников, к друзьям. Или какая-то еще вопрос, проблема, когда вы пока не знаете, как поступить. Вот поэтому, может быть, нам и говорят, не торопись, что-то прояснится, все встанет на свои места или придет больше информации. Но то, что хитрее быть, как будто нужно, это определенно. Вообще, про любовь нам как бы уже сказали и император, и императрица. Конечно, у каждого своя история, поэтому будут продвигаться ваши дела в том ключе, в котором это было скорее, ну, где-то неделю раньше. Но если вопрос стоит о том, что вам предлагают какое-то дело или какой-то новый проект, тут нужно держать ухо востро и, безусловно, быть внимательным как к паролям аккаунтов, где-то себя как будто защитить стоит, быть внимательному к вашим сумочкам, к вашим кошелькам, к вашей вообще вот и к вашему имуществу, мои дорогие, потому что семерка мечей, ее еще называют карта вора. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.